Я этим людям не доверяю. Разбросали их, как горох по всей стране. А теперь собирай. И, скорее всего, силу земли. И геморрой проходит очень быстро. Раскидала харбинцев, как горох по всей стране. Ваша задача их собрать. Это подлость, предательство Родины. Но Драговича и Кравченко это не волновало. Им важно было только добиться своего. Лаг другой, а методы те же. Сериал начинается с того, как персонаж Данилы Козловского идет по шпалам, пытаясь отыграть приступ, или что он там пытался. Падая на шпалы, превозмогая, перекатывается в сторону от проезжающего ему навстречу катка репрессий, то есть идущего паровоза. Артем, ты тоже видишь? Паровоз! С ума сойти, паровоз! Очнитесь, актер. Как же так можно играть, себя не жалея? Играю. Я выигрываю. Снятый по мотивам книги Бориса Христенко о воспоминаниях жизни, когда его отец работал на КВЖД в Харбине, и по возвращению на родину всей семьей были репрессированы примерно на 20 лет. Неправы. Генералы точно неправы. Это безумие. Что творят? Это общий расстрел. Не вижу логики. Логика тут есть. Полстраны сидит, а полстраны охраняет. Флинн, красный кот или у меня едет крыша? У телеканала «Россия» имеется явно зашкварный сериал под названием «Все началось в Харбине», затрагивающий тему ГУЛАГа и тому подобное. Однако, суть не столько в исторической тюрьме народов, сколько в ее отражении в современности. Знаменитое выражение «полстраны сидит, полстраны охраняет», хотя и имеет корни в прошлом, как никогда актуально сегодня, напоминая о замкнутом круге власти и подавления. Это нечестно. Почему вся власть тебе одному? Ничего не одному. Будешь моей правой рукой. Подобно вертолету, парящему над тюрьмой. Он символизирует не только физическое заключение, но и духовное подавление, ограничение возможностей, страх. И этот образ, увы, легко проецируется на современную реальность, где границы свободы сужаются, а контроль усиливается. У нас демократично, без бардака. Много партий и один руководитель. Выборы и все дела. Зато Путин порядок. Я не понял, Ядрос Ядросович. Начинать меня решил? Мешать водку с ликером – последнее дело. Артем. Ну, отечественное масло лучше, потому что запах. Вот запах в этом деле – это очень хороший, это понюхать. Умеем мы из наших недостатков извлекать достоинства. Давай. Не говори только, давай извлечем. Так. Парадоксально, но Харбин, ставший убежищем для русских эмигрантов, спасавшийся от революционных бурь и гражданской войны, теперь служит отправной точкой для новых повествований. Судьбы персонажей, оказавшихся в застенках советской системы НКВД, эхом отзываются в общей участи миллионов. Их истории лишь отголоски тех самых горошин, разорванных судеб, разбросанных по бескрайним просторам страны. Я никогда не знаю, что говорит такие. Чьи жизни были исковерканы и подчинены идеологическим догмам. Ирония в том, что борьба против царского режима, опиравшегося на феодальную систему и менталитет подданных, привела к установлению новой власти, где суть угнетения лишь трансформировалась. Наблюдая за развитием сюжета, невольно возникают размышления о том, насколько далеко мы продвинулись от тех времен. Спасибо вам за все. Будь проклята эта страна. Что будет с нашей страной? В эпизоде с грузовиком, перевозящим заключенных, когда главного героя вталкивают в кузов, чтобы заглушить его крики и отчаяние по разлуке с любимой, часто упускается из виду трагедии остальных попутчиков. Каждый из них несет в себе бремя сломанной судьбы, печаток боли и ужаса. Меня опять посадили! Знай, чьим бы я ни стал там мужем, я буду все равно помнить о тебе! Мне плевать! Да взять ее за такую оппозицию! И года на 3 на кукан!
Молодой крестьянин, насильно оторванный от родной земли и семьи, тянувший срок за 3 колоска, его личная трагедия остается за кадром, теряясь в общей картине. Но она неотъемлемая часть огромного и страшного полотна, запечатлевшего эпоху великих потрясений и человеческих страданий. Услышали про это? Так давай всем баракам, понял, да? Всем баракам проситься родину защищать. Статейка у нас подходящая, за драчку. У тех посерьезней, они там колоски там срывали. Ну, добро колхозное воровали. Тихо, тихо, парень. Да чего раскудахтался? Не глухие? Как можно не хотеть вставить? Я не понял, где радость? Ты, сынок, ты вот про это больше никому не сказывай. Ты там что, был? Был молод, нужны были деньги. Я бы в гей-порно пошел, пусть меня научат. А настоящая или татуировка Иисуса на груди у А тебя? как думаешь? Господь смотрит на тебя, так что притворись, что работаешь. Возможно, сериал не претендует на абсолютную историческую достоверность, но он поднимает важные вопросы о природе власти, ценности свободы и ответственности за уроки прошлого. Он заставляет задуматься о том, как легко человек может стать жертвой системы, о хрупкости человеческого существования и о необходимости помнить историю, чтобы не повторять ее трагических ошибок. Даже если все началось в Харбине можно расценивать как очередную попытку эксплуатации репрессий, он выполняет важную задачу. Напоминает нам о том, что забвение прошлого может привести к повторению самых ужасных страниц истории. И пока над нами парит тот метафорический вертолет, а иногда даже БПЛА, пока звучит эхо тех самых горошин, нам необходимо помнить и говорить об этом. Ведь Существует договор. в итоге только осознание прошлого и критический взгляд на настоящее. Трахнем-то трахнем. Но ведь вот нам говорят, что мы наряду с необходимой суровостью Способны помочь нам избежать повторения трагедий и построить более справедливое и свободное будущее.